Дорогие друзья, приветствую всех подписчиков моего канала. И сегодня для вас я буду готовить люля-кебаб на мангале. У меня на канале есть рецепт люля-кебаб, который я готовил в духовке. Так получилось, что у меня не было подходящих шампуров для этой задачи. Погода была не совсем такая мангальная. Ну вот сейчас ко мне приехали шампура, и я приготовил люля-кебаб на мангале. Люляки получились невероятно сочные, ароматные, с маринованным лучком и свежей зеленью кинзы. Это просто невероятное блюдо. Люля-кебаб довольно распространенное блюдо, поэтому мы сейчас его приготовим. Так, люля-кебаб. Говядина нежирная 1 килограмм. Свинина нежирная лопатка 1 килограмм. 700 грамм грудинки свиной. И литое сало 300 грамм. Вот, 3 килограмма мяса. И 300 грамм лука, это лук 10% от веса мяса. Значит, мясо будем пропускать через решетку диаметром отверстия 5 мм, а лук пропустим через решетку диаметром отверстия 3 мм и отожмем. Так, у меня будет посолочная смесь. Соль обычная поваренная 18 грамм на килограмм. Значит, кинза будет зелень 100 грамм на 3 килограмма. Значит, кориандр 2 грамма на килограмм. Перец черный молотый 1 грамм, сахар 2 грамма, хмель или 1,5 грамма и паприка сладкая подкопченая 2 грамма на килограмм. Вот такой я замешиваю фарш и убираю на ночь в холодильник на 12 часов. Мясо у меня слегка подмороженное и перекручиваю на мясорубке с решеткой диаметра отверстия 5 мм. Вместе с мясом вперемешку перекручиваю сало. Сало у меня хребтовое, такой свиной шпик, тугоплавкое. Мои люляки будут иметь очень высокую жирность. То, что жирненькое, это вкусно. Достаточное количество жира, его наличие в фарше для люля-кебаб, это является одним из основных секретов, почему люля-кебаб не падают с шампура при жарке. Секрет именно в том, чтобы фарш, содержащий достаточное количество жира, подморозить перед тем, как формировать колбаски на шампур. Подмороженный жир будет отлично держать форму и не даст фаршу упасть с шампура, когда вы поставите его жариться на хорошо раскаленный мангал. Мясо возьмется корочкой, вы получите прекрасный результат и очень отличный, замечательный вкус. Фарш готов. Лук я перекручиваю на решетке диаметр отверстия 3 мм. Перекрученный на мясорубке лук необходимо отжать. Лук у меня очень сочный, поэтому лишнюю влагу необходимо удалить, для того, чтобы получить достаточную вязкость фарша. И лишняя жидкость здесь мне абсолютно не нужна. Лук в сочетании с жиром даст очень хорошую высокую сочность. Посмотрите, сколько влаги из лука мне удалось отжать. Теперь мне необходимо порубить пучок кинзы. Сделать это достаточно просто. Именно вкус кинзы придаст люля-кебаб вот тот самый аромат и вкус Кавказа. Если вы не любите кинзу, ее можно легко заменить, например, на петрушку. Итак, друзья, подготовка закончена. Теперь необходимо все ингредиенты смешать вместе.
Вымешивание фарша для люля-кебаб – это такая тоже себе непростая процедура. Необходимо будет приложить определенные усилия. Свежая зелень кинзы или петрушки на ваш вкус, перемолотый на мясорубке отжатый лук, подсолнечная смесь, соль, сахар и весь набор специй. Все это я вношу в фарш и начинаю тщательно вымешивать до однородной консистенции. Для того, чтобы вывесить хороший, качественный, вязкий фарш для люля-кебаб, времени и усилий жалеть не надо. Это основа успеха и благополучия. Вот теперь еще вот такая вот процедура. Я беру такие небольшие части фарша и начинаю отбивать их прямо о дно гастроемкости. Эта процедура позволяет выбить мясной белок и создать такой себе каркас, который свяжет фарш люля-кебаб и позволит ему быть монолитным, однородным и не распадаться при обжарке. Чем больше вы приложите усилий и старания при вымешивании и отбивании фарша, тем более гарантированно вы получите хороший, вязкий, не распадающийся фарш. После вымешивания я фарш переместил в обычный пластиковый контейнер. Смотрите, какой он у меня ровный, вязкий, плотный получился. И теперь я уберу его на ночь в холодильник. И где-то 12 часов при температуре 4-6 градусов он у меня будет настаиваться. Для того, чтобы сработала соль, специи, фарш стабилизируется, и завтра у меня будет веселый мангальный день. Итак, друзья, наступил тот самый долгожданный день, когда мы будем готовить люля-кебаб на мангале. Прежде всего я хочу приготовить маринованный лучок. Я взял 2 луковицы среднего размера, и вот на такой вот лире сейчас я его быстренько нашинкую. Этот инструмент у меня уже, наверное, 1,5 десятка лет. Хорошая заточка. И благодаря именно этому инструменту я могу очень тонко нарезать лук кольцами. Если у вас нет такой шинковочки, вы это можете сделать просто ножом. Смотрите, какая получилась красота. Аккуратные ровные тоненькие колечки украсят мой люля-кебаб. Теперь для того, чтобы замариновать лучок, я выдавлю 1 половинку лимона. Добавлю пол чайной ложки соли. И чайную ложку сахара. Ну и для аромата чуть-чуть свежемолотого черного перца. Это придаст маринованному луку некоторую пикантность и остринку. После добавления
лимонного сока, соли, сахара и черного перца слегка перемешаю, аккуратно так, не выдавливая сок, щадящим образом, и оставлю на пару часов лук мариноваться. Для украшения при подаче люля-кебаб я порежу небольшой пучок кинзы. Вы можете порезать любую зелень, которую вы любите больше всего. Это может быть зеленый укроп или зелень петрушки. Итак, друзья, пришло время формировать люля-кебаб. Фарш у меня хорошо охлажден, но лепила я еще тот. Беру примерно до 300-350 грамм фарш и вот таким образом нанизываю эту колбаску на шампур. Очень важный момент — иметь достаточно широкие шампура для того, чтобы фарш хорошо держался и не падал при обжарке. Шампура у меня шириной 2 сантиметра. Это специальные шампура для люля-кебаб. Я их и долго искал, заказал, ждал доставку. И теперь, конечно, я во всеоружии готов готовить люля-кебаб на мангале. Эти шампура, они жесткие, из нержавеющей стали. Они такие мощные, можно поместить фарш до полукилограмма. Вот таким вот образом, легким движением руки, можно сформировать колбаски такой удобной формы. Фарш очень холодный, шампура я тоже охладил максимально, насколько было возможно, чтобы они были холодные. А для того, чтобы фарш не прилипал к рукам, рядом я поставил такую мисочку с холодной водой. И периодически я смачиваю руку в воде и формирую люля-кебаб на шампур. После того, как мясо уже сформировано на шампуре, затягивать нельзя, необходимо в охлажденном виде сразу перенести его для обжарки на мангале. Максимально разогретые угли, никакого огня, вот такие вот они седые, максимальный жар, для того, чтобы мясо максимально быстро схватилось и образовало корочку. Поместив люля-кебаб на жесткий огонь, буквально 1,5-2 минуты с каждой стороны. Именно вот эта вот корочка позволяет сохранить сочность. Вот таким образом, запечатывая с двух сторон фарш на шампуре, смотрите, мои люля не падают, абсолютно замечательно себя чувствуют. Этот секрет полишинеля довольно-таки прост. Должно быть достаточно жира, минимум 20%, свиное сало. Лук необходимо хорошенько отжать, убрать лишнюю влагу. Фарш должен быть холодный, шампура холодные. Быстрая обжарка до корочки с двух сторон. И вот посмотрите, друзья, какая получается красота. Румяные, красивые, сочные. Учитывая то, что достаточно большой размер, мне потребовалось всего 10-12 минут, чтобы довести эти люля-кебаб на мангале до полной готовности. Ну а теперь можно готовить эту замечательную красоту к подаче. Друзья, конечно, если у вас нет мангала, вы можете приготовить люля-кебаб по этому рецепту в духовке. У меня на канале есть рецепт люля-кебаб, который я готовил именно на кухне, на своей духовке. Сейчас в правом верхнем углу появится кнопочка, нажав на которую вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть этот рецепт. Но я вам скажу честно и откровенно, даже при одной и той же рецептуре фарша для люля-кебаб, приготовленная на мангале с запахом дымка,
А вот эта вот корочка, поджаренная на углях, это несравненно по сравнению с тем, что получается в духовке. Но, в принципе, это дело вкуса и дело выбора. Не, ну вы только посмотрите, сколько сока в этих люля-кебаб. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал Food Court. Вас ждут много вкусных и интересных рецептов. И до новых встреч, дорогие друзья!